запустил. Давай. Вдруг кто-то хочет играть. Тут там вопросы мне в ВК пишут, блин, достали. Крутись. Я сегодня поставил песок, кто-то на глину поставил. Где песок? Не забрали песок? Так. Ты идешь, будешь крутить, да? Туда тебе таскаю. Я сейчас снизу посмотрю, что тут. Где тут он копает. О, кого-то убили. Кого там убили? Сегодня тут война. О, зеленый бежит. Так, надо побить его. Чё надо? Ну, можем тут окопать, а можем где-то в другом месте разработать. Сейчас изучаю, что тут с камнем. Это площадь плодородная, не понял, а что не камень? Камень же. Не, ну нормально, 78 качества, ты чё? Тут пока можно пофигарить. Может здесь жила будет? Мне надо пойти, короче, камень потесать. И с Саней. Потом приду сюда. Там недолго. Я копать буду. Ремки тебе или выкинуть на улицу, пускай лежат? На улицу. Ага. Да, тебе надо? Да? Не есть. Иди, Виталь, тесать это на шахту сюда. Я тебе уже таскаю. Бегу, я же возле Так, холодика. вторая тоже пустая, да? Буду таскать там 70 и еще какая-то есть. Ранник хороший, конечно, если его до хрена. Ну, выровняйте. Пацаны. Ебать, сколько они тут работы сделали, охренеть. Че там? Говорю, здесь столько они работы сделали. Кто, где? Андрюха, тут столько работы. Такую эту отвесную стену бабахать. Офигеть. Да, я тут просто не был недельки. И теперь прихожу и ях. Где сделали-то? За охотниками. Там где шахта новая. На гранитная. А я не знаю, где это. Ну, в том-то дело, что ты не знаешь. Из-за у нас замок громадный. Это с другой стороны. Там, как с охотника выходить. Выходишь и там рядом. Там второй выход есть. Черный. Мы же привыкли через центральный. Есть еще один выход. Кой же. Только через двойные ворота. Через тройные. Так. Бегу, я набегу. Кто-то там за тобой бежит. Это не я. Это не я бегу. Может, враги смотрели. А телегу ты взял? Нет. Эх ты, телегу бери сразу. Ты без телеги, да? Ну а как я? Я знаю, меня не было сколько дней. Какую телегу можно взять, какую нельзя. Я же не знаю. Вчера не было. Вот. Подолби пока минуты 3. Сейчас я.
ложится почти на ну, где-то процентов 5 осталось. Больше не лезет. Ого. Стену построили еще. Влад сказал, что кусочек стены не хватило 4 гранитины. Да, так и сказал. Бывает. Кто там вышел, зашел? Походу убежал кто-то. Меня, наверное, шумит опять. Саня ушел. Надо кирку взять. Саня ушел. Лопаты у тебя есть, не надо брать. М? Панда есть, брать не нужно. Опять копать. Ну надо, Дим. Ну, чё я? Надо качать, там опыт качать надо. Дим, вот и копаю. Ну, что сделаешь, Дим? Да ты общаешься. Никто не говорит. Надо, вот опыт, чтобы вот это вот прокачалось, надо вот здесь вот опыт набирать. То есть все равно до 500 качать его надо. И потом я не копать буду, а потом буду собирать это. Заодно вон Витальке помогу тут немножко, а то он один. Тяжеловато. О. Сейчас придет. Жду его. Тесать. Полную уже. Выкидывать жалко 72-ю на землю. Потом ищи ее там. Кирку взял. Сейчас вещи. Ешай. Гренки не нужно брать. Возьми 3 штучки. 4. Покушать, если себе будешь брать, бери и мне. Ну, мне пока что 3 пиццы есть. Но сейчас 2 истрачу. Я бы сам, Дим, поиграл в тубо. Ну, видишь. Тут тоже надо помогать. Перелом где-то у меня. Ёпта. Чё-то где-то сломал. Где-то упал. У тебя лопата есть? Да. Кирка есть, лопата есть. Киянка есть. И кирка, все. Пилу я не брал. Больше я ничего не брал. Смысла нет. Это нужно все. А пилу там напилено обычно бревна. Да, американцы строятся. Уже замок отдухали. Ого. Там вон 2 башни построили. Вот здесь одну башню. И, видимо, большую, не каменную, наверное. Падать хорошо будут эти башни или гореть. В мое время. Ну, вон там, вон, да. А, не, это каменные, наверное, поменьше. Вон те, наверное, замковые.
Там, где донжон, там у них раз, два, три, четыре, 5, 6, 7 я вижу. 8, наверное. Вот там замковые. Мельницу вторую по ходу поставили. О. Этого не было. А вон тот, я не знаю, что это такое. Типа как горы, что ли, ё. Непонятно, что это такое за сооружение такое. Ну, когда громить будут, я потом схожу, посмотрю, что это такое. Катапульты прямо с этого горы туда. Трибуши. Как раз так классно. Привет, привет, Хинтер, привет. О. Вот он там, он у них правая, это походу замковая, наверное. А левая, видимо, каменная. Или я неправильно эти понимаю башни. Мне кажется, так. Такое впечатление. Пацаны, этот придурок опять у нас на базе, Какой придурок. который бегает тут всех убивает. Мы его сегодня убили, как его звать? Его звали, ник у него Олеж. Олеж? Мы убили его. Так я знаю, так он опять к нам прибежал. Так шлепните его толпой. Но у нас все рубят, там один человек только. Ну ладно, ладно. Если нет у вас это не занятых. Ну да, ну блин, нападите толпой, вы же завалите его 100%. Так я понимаю, мы уехали далеко, мы лес рубим. А у нас один человек только на базе. Ладно, короче. Пускай спрячется. Добрый, добрый. Залетно. А у нас кто есть из бойцов? Так толку. Вон они сидят. Андрей сидит. Толку мне слушать. Это союзники, получается, да? Это далеко, братья, там на побережье. Где камень? Откуда ты утекаешь? А, с липучей. Написала, я не знаю, увидит. Правильно написал? Это балаболки, да. Можешь проснуться сейчас из тех игр повыходит, это как его. Так, Виталий, я тебе тогда буду бросать телегу. Камень. Да? Получается так, ты сам. Ты лучше попой бы ее развернул. Наверное, к каменоломне. Вот сюда попой, вот так вот развернуть ее, чтобы я к тебе, потому что я туда-то не будет влезать у меня, я к тебе в телегу кидаю, ты повернулся, считай, взял и туда закидываешь по-быстрому, оттуда вытащил. Вот. Тебе главное, чтобы не набирать ее и не таскать. А если третий будет, ставь вот так вот, чтобы тебе удобнее было, чтобы ты отсюда, вот сюда вот, чтобы попа здесь стояла. Тебе не переговорить, говорю. Я говорю, куда ехать. Ты говорил его право. Вот, видишь, я стою. Видишь, попа здесь на меня должна смотреть. Делай, а так можешь на этом месте стоять. Тебе удобно. Еще, наверное, назад можно? Назад. Все, стой. Стой, точно, теперь тебе хватит это 100 пудов. Я о тебе переживаю, обо мне что переживать? Я-то подойду. Что ты обо мне беспокоишься-то? Не, чтоб тебе удобнее, чтобы ты вперед и за... Если вы друг о друга переживаете, это же замечательно, это прекрасно. Иди там на наших соседей напал опять тут перец, которого мы днем заносили. Так, ладно, всем спасибо за игру, до завтра. Ой, ёпта. Уже убежал. А он голяк.
вроде нарисовано. Я еще из Дискорда не вышел. Я не горняк, я животновод. Это раз. Во-вторых, да, убежал. После 8 часов игры в Life is Feudal, да, вот просто подорвался и бегать. Ну что ты там сделал хорошего? Я много чего хорошего сделал. Я Расскажи. вообще исключительно хорошее делаю. Всегда. Там, короче, лося приручил, смотри, 2 лошади приручил, корову приручил, быка приручил, кого-то там еще приручил. В общем, короче. Опять я с тобой на быков не сходил, на коров, да? Дядь Саш, как хотите. Хотите идете, хотите не идете. Вытаскивай. Кого, откуда? Вытаскивай, то с камня вытаскивай. Даже новые. Ты мне вытаскивай самому пока что. Я вытаскиваю пока что. У меня большой рюкзак, а ты ложи. Я делаю 79-80 на 9, но уровень поднимаю. То есть у тебя идет на 9 плюс, правильно? 8 плюс точно. Сейчас скажу точно. На 9 плюс у тебя идет. Не откатилась еще телега. Ну хорошо. Ложить не успеваем. А телега еще не откатила. Не, ложи камни, ложи. Камни. Да нету камня, иди на другую вон, тиши, там полная. Как нету камней? Где камни? На другое вложено, у меня еще телега не откатилась, я тебе еще раз говорю. Я ее только изучить могу. Ждем. Здесь на 14. 70 камень, 84 качество. Хорошо, почти топ. Так. Так, тогда вот эти вот штуки, они походу тебе там надо делать, не здесь. Какие штучки? Походу здесь некачественная вот эта вот обтесалка. Да ну как? Она просто качественная по-любому. Просто на прочность чуть больше не выключена. Сейчас проверим. Мою да. Точно. Твоя лучшая чесалка, вот сейчас вот этой другой ты чешешь, она, короче, прочка 18300, да, а у этой 18600, вот которую сейчас чешешь, да, а у той 11480, той вообще пользоваться не надо. Понял? Оно что же дает это качество, плюс. О. Вот в чем дело, понял? То есть вот на этой, вот эту вообще надо менять ее. Разрушить. Да, надо низ, чтобы качественный был, вот, тогда ее ставить, я так думаю. Понял? Пошел за камнем. Так что той надо пользоваться. Короче, двигать надо телегу к той. И это фигня. На той у тебя больше и будет качественнее все. Да, на 14,70. Двигай телегу к той, а эту не трогаем. Эту вообще разрушать надо.
Ее переделать надо. Если вторую ставить, то ее переделывать надо. Она не пойдет нам совершенно. О, все убежали. Вот что значит дядя Саша начал болтать. Стук мой надоел всем. Уже. Всех разогнал из замка. Придут. Ну да, если надо будет, придут. Хорошо тесать не в откате, а то бы и там откат жди. Значит, им ходит кто-то мешает, да? На 13, короче, единиц больше. Вот, видишь, видишь? 85 и 72. Это уже что-то. А там на 8 единиц. Всего. На 9. Вроде бы на 9, наверное. Ну, там 8, 9. Ну вот здесь вот 70 идет. Еще есть. Дмитрию надо сначала здороваться, а потом уже что-то писать. Ну. Быстро я тешу, конечно. Самому нравится. Соты нала. Великая идея. Тут навык дает возможность на 20% ускорить обработку материала. Чем 90. Так это хорошо, Виталь. Так что видишь, к нам уже не прибежал. И бегай здесь. Какой-то
Москвы играть, не могут защититься. Напали втроем, зарубили его и все. Три телеги уже забито за 10 минут. 1000 с чем-то. С мелочью. Чё забито? Телега на третьем. Ты же силу воли прокачал хорошо, уже 310 поднимаешь. Нормально. Да если бы ты меня сегодня не отвлек, я больше бы прокачал. Извини, Андрюша просит камней. Желательно 2 телеги. Можно, конечно, одну. Одну мало, да. А 2. Короче, от тебя будет зависеть. Не захочешь вторую, значит не захочешь. Чё 2 телеги? Камней. Не тесаных, просто камни, что ли? Нет, тесаных. Конечно, тесаных. Он же камнями не будет закрывать проем. Нет, тесаных. Он уже неделю ждет их. Почти. Поверь. Надо ему будет рад. Давно бы начесали, блин, этого камня. Здорово, здорово, Максим. Здорово. Кажется, у нас в замке тихтейший гранит на замковые стены, некачественная тесалка. Ну там одна тут. Некачественно. В курсе, что от тесалки зависит до хрена чего? Если плохой материал, то будет порядком на 5-6 единиц качества хуже. Ну мы только используем вот это 2 возле рудомойки там сразу. Мы
мы тешим камни, гранит возле этого, возле торговой площадки. Мгм. Мне кажется, там качество хреновое, что-то вот. Влад говорил, что 90. Ну тут смотри, вот одна, по-моему, 1000 с чем-то. По 11 прочке тысяч. надо проверять. Да, да, да. Прочка должна максимально 200 тысяч, да? Или 20 тысяч. 20 тысяч. 20 Это тысяч. до соты навык. Если 18 тысяч, это 90 навык. Вот смотри, мы здесь взяли 11 тысяч, и это сколько наплыло? Вот это вот. Что эти ж? 17 или 18? 18 600 или 18 300, что-то такое. Вот. Так вот, разница этой и 11 на 6 единиц. Тут 84-го тешит, а там около 80-го было. То есть где-то около 5 единиц качество сразу улучшилось. Тех же камней. Так что никогда на говна этих не надо писать в сталках. Надо качественно ставить 90 хотя бы. Или выше даже. Чем выше, тем лучше. Если сокола, еще лучше. Еще камня. Еще. Еще золото. Золото, камни, золото. Здесь на 12 единиц лучше. 69 и 33. Максим, игра бесплатная, заходи играть. Скачивай. Там. В стиме прям можешь. 69, 68 камень, ну вообще, блин, ну, смело можно копать, даже не думаешь. Тот, который около 70, все, за ура. Молчит Максимка. Что там дальше будет? 69-й, да? А тут 70-й. Главное, чтобы тут пингвин там не пробежал, потому что мы беззащитные. Сугубо ПВЕ эти, да, персы. Бежать-то убежим, но лося может зашибить.
кто-то там прыгал-то, но не пойму. Никого нет. Это Слав, ты там что, копаешь? Пока что нет. Чё? Не в игре? Не, вот я ездил, помогал вот этим. А, так и чё, ты поймал этого босса? Нет, он куда-то убежал. Ой, они такие безнадежные, я не знаю, не могут одного дебила, блядь, втроем, четвером забыть. Лопата есть, где ты набираешь? А, ты долбишь? Ты долбишь? А ну показывай. Ага. А. Чё тут у тебя? Ну вот, 68-й. Идеальный вариант. Будет 83-го качества. Сейчас накопаю. Эту стену я раскал 6-8. Сразу прям выходишь и вот. Давай. 600 тебе еще поглотить. Уже барану разводить пора, елки-палки. Надо срочно ставить этот, блядь, сарай. Так. Уже пошла пруха. А у нас с этого сарая хлеба. Надо будет это, не материал готовить. Строителей нет, ёлка-палка. Придется, наверное, эту стёпку просить зайдет. Ну, кому интересно, тот смотрит. Ну, пишут. Старые подписчики пишут, просят. Я не стримил. 2 дня ее. Закидали сообщениями. Так что никому не интересно стройка. Ну, значит, интересно кому-то. Как строят, чего строят. Вот. Так что, Роне, это не беда. Это тебе не интересно, а им интересно. Вот. Смотрят меня. Вот.
Если бы не интересно было бы, я бы давно бы ее не стримил. Но люди заходят, лайки ставят. То же самое, что я подлодки стримлю. Тоже лайки ставят. Вот. Я не рвусь в топы у себя на канале. Нету сейчас игры такой, чтобы постримить и чтобы народу было много. Даже топовую игру стримишь, то же самое народу. Так что... Тут такое. Я стримлю и для себя, и для 3 десятков подписчиков. То есть у меня 3 десятка подписчиков, которые не важно, что я стримлю, да, вот, что за игра. Вот. То есть из 1200 они смотрят, они, может быть, не сразу посмотрят, потом посмотрят. Ну, так что неинтересно. Да, ну, ради бога, ребят, ну, нету пока что войны. Будет война, буду показывать. Обязательно. Вот, негр какой-то обещался прийти, видишь, нету. Вот. Негра нету, обещал прийти. Выбирай отсюда, меня закинуть я не могу. 330 у меня. Виталь! Так, все, полная телега, и я сейчас рюкзак. Вон наверху кто-то бегает. Кто-то. Не знаю. Смотри, я думаю, сейчас мы клюшки получим. На Тут перегрузе. и наверху гранит 80 есть. Ну это хорошо, сколько только вопросов. Но это надо копать. 78. Ну это хороший гранит. 78 это плюс 10 очков. Будет, когда только будем делать. Ну, не все же могут заходить в это время. Ну, почему? 7-8 есть. Вон уже подлодки смотрят. Еще одну телегу. 6-7 человек. Вот. Если бы эту постоянно стримил, тут бы было бы тоже постоянно. 3600 накопилось. Какие-то десяток людей набиралось. Телега с четвертью, короче. Вот. Архейдж стримлю, там 20 зрителей. Вот, 30. Вот. Но Архейдж нечего Пятая стримить. часть телеги. Вот. 5. Так, надо ехать за другую телегу. Тёма зашел.
Тёма зашел. Их там братья Нод не убили ни одного. Точнее, не Ну, братья. когда вот это... Не, у них там вот это секси Норман, то там одного убили. А у Харри Норд, то там двоих успел убить чувак. Да ты шо? Да. Да. Ну, пока они ему не дадут сдачу, будет он ходить туда, как хочет. Так, я выезжаю, блин, надо еще одну телегу. Ты не можешь строить? Ну, по крайней мере, забрасывать... Может, я смогу забрасывать? У меня что все-таки 0 строительства. Попробуй. Либо надо 30. Чё падаешь-то? Пьяный. Ну, Пьяный какой-то со щитом пришел. И с саблями, ё-моё, падает. Пиво или вина перепил, с топором пришел в каске. ты там ресурсы приготовь, там Владу можно написать. Подойдет построить. Я не знаю, сколько строительных бревен осталось. Надо смотреть. Можно смотреть, мало. Надо 4 тележки тесать. Если, как сказали, что там на строительство нужно 1300, что ли, или 1400. Я сейчас посчитал, 4 телеги нам отогнать тесаного камня надо. Тогда хватит на все там, что строительство. Это и то минимум 4, наверное, 5 даже. Пойду чай тогда наливать. Да. Я там телегу беру. Пригаю. Так, попробую, может я забросить могу. Киллер, качество 75. Нормально. Прогрессив. Только изучить и разобрать. Ну, по крайней мере, забор. Если я забор не смогу, забор выбрасывать, значит и этот не смогу, да? Да. А что ж надо туда? А может и кирпичная кладка надо? Ага. А там-то не кирпичная кладка. Строить просто обитых из камня и каменные стены. Да, это надо каменную балку. Строить каменную дорогу, строить здание, починить. Да, строить здание. Какие здания? Сланцевую дорогу. Строить мраморную дорогу.
различные сложные объекты. Что ты хочешь строить, Виталь? Я хотел посмотреть, могу ли я забросить или посмотреть грибы. Короче, реально. Короче, тебе каменная кладка, ну, для чего нужно? Хлеб. Мне надо стены, надо каменная кладка. А хлеб? Не знаю. Строительство, возможно, только может 90. Сейчас гляну, подожди. 60. Подожди, сейчас гляну. Это фермерская, да, получается? Ну нет, верхнее строительство. Нет, хлеб тебе надо, да, правильно? 60 нужно, если кладка у тебя Да. есть. Здравствуйте, извиняюсь, что я перебиваю, ребят. Это какой тренировочный меч силу увеличивает? Бастард? Или какой? Да, сейчас скажу. Топор Или увеличивает силу телосложения, а силу бастард. Да. Бастард, все хорошо. Бастард. Спасибо за информацию. Хлеб тебе построить, чтобы вроде бы пишет, для постройки 60 уровень кладка нужна. Для другого, который деревянный, тоже 60 уровней. О. Малый стоило 60 уровней, строительство нужно. Вот. Вроде бы так пишет. А с большой стоило 80 уровней. Это Вики так пишет. Если 60 есть, то хлеб сам можешь строить. Довольно много. Только единственное, заложить туда сможешь, но построить лучше опытный кладка у кого. Заложить нельзя на нулевом строительстве. Разобрать, изучить объект, все. А 60 уровней надо. Там минимум. Так ты можешь вроде бы так посмотреть. Тебе только строить сооружение, позволяет строить Нет. простые нельзя. объекты из камня и каменных стен. Это нулевой, 30-й. Ну тут по-английски все пишется. И 60-й все по-английски у меня пишется. Я не знаю. А у тебя строительство 0, да? У меня 0. Да. Ну вот смотри, ты там нажимаешь типа строить и выбираешь и смотришь, какие ресурсы там требуются. Ты не можешь поставить, но ты знаешь, ну, узнаешь, какие ресурсы нужны. Туда. Нет, у меня только есть разрушить. И- Нет, ты смотри, ты берешь на свободную клетку, нажимаешь и типа строить. И там убираешь, что тебе надо. Но ты не сможешь построить, ты просто сможешь посмотреть, какие нужны ресурсы. Ну, нужно и так знать, какие.
Какие ремесленные здания, сельскохозяйство. Так, хлеб. Доски 40. Строительное бревно. Не помню. Что это за хлеб? Что такое хлеб? Строительное бревно не 120, а знаешь, 50. Вроде 200, да, солому. Строительные бревна 120. Доски 40, металлическая полоска 20, гвозди 200, солома 50. А где-то до раствор. А строили по-другому, раствор добавляли. Может там какой-то другой. Может быть. А, это деревянный хлеб. А, мне надо... Каменный. Тебе просто хлеб написано. Так тут сельское хозяйство есть, только деревянный хлеб. О, нашел. 50. Так, значит, бревен, гвозди 200, солома 50, глина 200, тут рядом. Гипсовый раствор. Написано 40. Вот это похоже. Глина, солома, гвозди. Тебе, если его самому строиться, нужно лучше строитель прокачанный будет. То есть, кто по этим шаре строит. Потому что у тебя качество потом, если разводить в нем, нереально. Ну да, я знаю. Просто мне материал хотел забросить. И материал А, снимать будешь, шерсть там или чего. Да, у тебя не настолько качество, как вот каменная это, обтесалка. Давай телегу хватай и давай вторую телегу наполним еще. Ну. Что у нас? Час одна телега наполнена, вторая еще час. Вот. 3 телеги сейчас сделаем, это уже будет хорошо за сегодня. А если все 4 сделаем, это вообще здорово. А не хватит и 2. Вот. Я часов до 11 буду. То есть вот и рассчитывай мои силы. Надо буду тебе помогать обтесывать по-быстрому. Не надо, ушел я тогда на травника. Я где-то буду до 11, потом зайду на травника, час пособираю, в 12 спать пойду. Все телеги железом забитые. Вон Антон у нас где-то ходит, бродит. Надо ему сказать, чтобы он переплавил. Вон, он даже не в игре. Кузнец есть в онлайне, в Дискорде. Архип онлайн. Вот Архипу пиши, он все время просил металл. Вот, руду переплавляйте. Телеги все полные за вашей рудой. О.
Вон я им написал, руду переплавьте, телеги полные, все стоят. Сейчас посмотрим, зайдут, не зайдут. Архип у меня в тот раз просил, я ему привозил телегу, что ли, или две. Вот он в Заус сейчас играет ее. То было полно, не хватало там всего. Тут сейчас навозили, все появилось, теперь никого нету. Да, Виталь? Нет. Ну, телегу еле нашел. Телеги забить, надо еще телег штук 3. Хотя надо сделать. Жизнь зайдет, надо сказать, говная веревка. Ой, ё-моё. А на посту-то рабы-то есть, нету? Андрюха сегодня что-то забрасывал. Поста с этого. Чё забрасывал? Раб Рабов забрасывал сюда? вперед оттуда и вот. Парни хоть дорогу сделали нормальную. Андрюха поначалу экспериментировал с зигзагами.
посту, где лучники, один, по-моему, умрал. Бегу на фай. Надо сейчас колбать. Тебе поесть дать. Так на посту здесь. На каком именно посту? Где лучники? Я видел одного вроде стоит. Они ж умирают периодически. Конечно, на посту. А где еще-то? Там телега стоит. И в телеге ремы есть, и еда есть, кирки Да. есть. Надо укреплять. 8 дней стал. Бля, завтра сыпется. Пятнадцать. Сказать, у такого леса много. Это леса раза в 3 меньше, чем у нас. Леса, говорит, много. У нас он сколько леса, сколько выпили за последнюю неделю. Отец. Короче, 300 с чем-то камней разгрузил. А вот. Ну, почти 600 повес, по-моему. В этот, на центральный склад скинул. Вот. Но не хватает телег. Телег надо побольше. Телегу сделать, сейчас 3 миллиона. Поставить возле этого. Приоритет. Смотри. Дейс, понял. Сейчас приду к нему. Все убежали в Дейс играть. Лата ФК что-то отскочил.
телегу кидаю и так. Бросаю. Да. Вот, третий зритель появился. Ура! Было 2. Зашел еще третий зритель. Это уже что-то.
На ренку сходил. На аренку? Да. Ты там шахту делаешь. Ты по аренкам? Угу. Ну, пока там народ есть. Пока в телегу, наверное, не ложи, потому что может не поместиться. Там до какого гранита дошел? Вот то один кубик и все. Шестьдесят восьмой сейчас идет. Не, я говорил, Святик, не ложи больше телегу, хватит, не влезет. Придется на землю сбрасывать. Так у тебя в телеге там всего-то ничего, ты чё? Ну, один раз положи. Тут у тебя еще половина только. Вот сейчас в данный момент заполнена телега половина. Ну тут еще 330 камня. В общем, смотреть надо, что хватило. То придется на землю выбрасывать. Чтобы лишнее не наносить. Вот 67 пойдет.
Ой. Ходи. Ой, ё-моё. Так, что пишет? Доброй ночи, Сергей. Доброй ночи. Вот сидим, колупаем. Все, еще разок и хватит, наверное, пока что. Обтесает, тогда еще, если надо будет, еще принесем. Сейчас еще одну принесем. Там 2200. Да она бывает 2 раза по весу. Уйди. Из 330 штук получится 16. Это 1600. 160 вес будет. То есть, если телега 3000 весит, то надо туда принести камней в 2 раза больше. Вот. То есть 6000. А я там принес всего чуть-чуть.
По-нормальному эту шахту надо укреплять сегодня. Туда строительных бревен куча надо. Она нахрен рухнет. Камня негде будет копать, придется землю убирать. Как я и играл, Сергей, в другие игры. Я в АА 2 дня поиграл, 3. Хватит. Норма. О. Там они все правила вводят. О. Правила вводят. Вон сейчас опять что-то там добавили. О. У тебя, Виталь, получается. Вот смотри, чтобы полную тебе телегу набить, это тебе надо 300 где-то камней этих, да? Вот. Чтобы 300 камней тесаных скрафтить, тебе надо камни в два раза больше по весу. То есть я в 330 таскаю, это 16 камней тесаных. Понимаешь? Вот. То есть получается 6000, 3000 дели, умножай на 2. Вот. То есть 6000 камней тебе надо набрать. Вот. Так что не бойся, ты ее не наполнишь. Вот. Она у тебя, короче, вот, когда 2600, надо подождать. Ты перетесал, тогда опять еще поносить. Все, больше не ложись. Ну да, я сейчас вот сейчас еще схожу, в карман набью и тебе буду помогать. Но я думаю, тут еще надо. Там уже почти. Еще. В тебя сколько веса влезает? Меня 613 или 616. 600 пускай даже. 600 это значит у тебя влезет 60 этих тесаных камней. Вот, это в тебя. Один камень 10 весит. Получается. Получается как, если один камень 10 весит, 10 камней. Бесплатно, Сергей Васильев, бесплатно. 300, ну да. В Стиме можешь скачать, да, в 60 Стиме. камней. В Стиме можешь скачать ее и играешь бесплатно. Там она один ак дается бесплатно. Вроде бы так. 1/5 часть. Мне будет закласть. Если телегу. На бесплатно. В Стиме можешь у них на официальном. То есть такое. Ты регистрируйся, можешь без примаков играть. То есть просто здесь примак, он дает там кое-чего, так оно не нужно, по идее. Я бесплатно ее. То есть у меня вот 2 ака получилось. Видимо, мне один когда-то давали. И вот еще один я там создал. Там билет мне дали. Купил я билет. Там божьи монеты давали. Вот, я их потратил на билет. То есть у меня получилось 2 ака даже. Вот. То есть такое. Вот.
до застолья заходить и делать телеги. Эти, правда, веревок нет, наверное. Посмотрите, веревки веревки найду. Телеги здесь. Для меня, ну, интересно. О. Просто видишь, сейчас получилось так, что мне Димка еще 2 другие игры купил. И тут начал играть. О. Им лучше больше большинство людей хочет, чтобы я то стримил, да? Ну, не получается у меня то стримить. Тут тоже вроде бы играю с ребятами нормально. То есть и качать вот эти вот таки-то нужно. И тут качать их не один день. А как вот? Вот получается, вот этот навык, например, прокачать, вот сейчас качается, стоит, да? Он 2 недели качается, да? Получается, одну телегу тешим меньше сейчас. 2 недели качается, так? Вот, Серег. То вот эта полная полоска опыта можно набрать на 2 дня. То есть 2 дня я могу на него не заходить, как мне объяснили. На 2 суток хватает вот этой полной полоски. Вот. То есть каждый день ее делать по половине, набивается опыт быстро, то есть это не проблема. Вон он сыпется и сыпется. То есть поиграл чуть-чуть вот вечером, вот уже на этом, ну где-то час, наверное. Сколько стрим-то идет? 1,5 часа. Можно за 1,5 часа на одном, 1,5 часа на другом. То есть и они так потихоньку прокачиваются. Вот сейчас наберем эту телегу тесаного, да? Пойду на травника. Ну, травника мне надо травку там собирать. Тоже там опыт нормально идет. То есть такое. О. Забирай, Виталь, тесаный. Я тебе накидаю сейчас еще. А чё ты его один в один не складываешь, а? Виталь, слышишь меня? Я понял. Ну, не знаю, по привычке. Просто в один его лучше складывать, наверное, потому что и все просили, то есть лучше, чтобы стараться один в один. Ну, по крайней мере, по этому. 66 пойдет? Да.
Я в телегу там больше не кидаю, я к тебе. Главное место освобождай. Потому что у меня 330. Интересная игрушка такая. Я люблю вот такие игры, то есть стройки, где огород, тут и дерево, лесники есть, тут травники. Вот, то есть тут много, не только огород. Тут и дороги строить, Ложи и туда вот. выравнивать. 400 это получается сколько у нас? 300, Вот. 30. Выравнивать. Тут много, Сереж. То есть не только воевать, и вояки, то есть лучники, лекари, то есть тоже много. Это вы, простите, мне. Че это, Алиса? Не знаю, вы же хотели это увидеть. Там что-то интересное. Так, на этом заканчиваем с одним камнем. Завершаем процесс. Сейчас найдем. Алиса что-то у меня заглючила. Как ты ее назвал? Алиса? Ну, в этом у меня, в этой есть, и Алиса что-то включается. Можно поподробнее? Короче, на этот нажимаю, и у меня Алиса включается. Что за фигня? На пора тебе за другого персонажа заходить. А я тут сам уже все. Практически. Ну, если пора, давай поставим 330, закину тебе и все. Пойду. Вот того. Бросаем. Угу. Все тогда. Спасибо. Андрюша, завтра порадуется. Может, за другого персонажа. Да, я сейчас только и перезайду на это, на дамочку. Завтра еще можно зайти, еще начесать пару тележек. Вот, Сергей, если не ушел. Завтра, возможно, границы сами. Рамсак не нарушает, Сейчас это. скорее всего. А может, пускай копится еще. Сейчас на травку пойдем. Травку будем чесать.
Мне, наверное, там, я не знаю, сколько опыта. Можно, наверное, и не ходить. Но лучше почесать часочек, а потом можно баиньки. А вообще-то я в подводке пошел бы. Поиграл бы еще в часочек. И потом спать. Сейчас я еще рюкзак наберу. Немного. Ну, нет, здесь 230 опыта, можно пойти покрафтить. Здорово. Угу. Здорово. Тимон зашел? О, по голосу узнаю. А что здесь за повеза какая-то установлена? Где? Веза это оборонительный этот лучника. Конкретно рейнджера. Славит такой щит. Что? Вот она тут стоит возле торговой лавки. Раньше ее вроде не было. Кто-то тренировался. Ну что там, войнушка какашка? Да воюют понемножку. Что с кем? Мы там с один хрен прибегал там. Получал. А, все-таки прибежал, да? Да, один прибежал сегодня в обед. Получил людей. Так он вот... А телега-то проедет через эти щиты-то или нет? Не знаю. Может нет. Вряд ли. А чё они здесь их наставили-то? Дорога-то как? И так, блин, узенько. А, их можно передвигать, поднять на себя и передвигать. Опять этот по базе бегает, слышь? Кто? Красный по базе прям бегает. По какой базе? По нашей. Как он может бегать? Не знаю, вот бегает сейчас в замке прямо. Ёптать. Не пойму. Какой-то Ява какой-то. Чё, перезаходить за боевого? Ну, наверное, он прям по базе бегает. Сейчас. Он на мою эту травницу прямо здесь на базе напал. Уже в замке. Как он туда залез? Убил Это... тебя? Ну да, убил, вымертвил. Не пойму. Сейчас я зайду. С саблей он бегает. За щитом без. Без вроде бы. Просто голый он там бегает. Побежал туда куда-то. Вот здесь вот. Он, короче, здесь где-то бегает. Прячется. Вон он уже по стенкам бегает. Вон он, я его вижу. О. Смотри, наблюдай, куда он побежит. Я захожу. Он как раз к тем щитам пошел.
Он пошел к тем щитам. Я не знаю, как он залез через стенку эту. Он к тем щитам пошел. Травы у меня, наверное, все утащил, скорее всего. Надо им траву. Ну, наверное, надо. Там отрава есть как раз. Пускай травится. Задолбал этот лаунчер, постоянно обновление Щас. какие-то скачивает. Ну да, бывает. Давай, заходи, ёпта. Куда он побежал? Вышел вообще с замка с нашим. Он ворота открывал, не видел? Сам лично. М? Он красный бегает. Он красный бегает. Нет, Давай, не ворота. открывал. Он, вот я видел, как он прочесал по стенкам. Короче, в сторону торгового склада нашего. В сторону торгового склада. Может быть, погаюзер? Бегу я уже с... Блядь, у меня обновляется, блядь, до сих пор. Твою мать. Ничего, сам разберусь. Так, короче, с замка он вышел, да? Куда же пошел? Он, короче, вот через эту стенку, вот смотри, ты ходишь, да? Вот ворота там. Вот. Вот ворота, да. Там вот смотри, он может или слева, или справа. Он через эту стенку, вот с левой стороны, он там по лестнице где-то забрался, по нашей. Вот, по стенке пробежался и туда прыгнул. Прыгнул. Да, вроде бы спрыгнул. Да, я- Или вот сидит вот в этой вот, короче, там слева, вот как раз ты туда побежал, он где-то там залез, вот. И вот по этой прям стенке пробежал сюда к воротам, вот. Но мне кажется, он спрыгнул. Как он залез сюда? Не знаю, он, короче, по стенке. Что по стенке? Да ты что-то гонит, блин, дядь Саша. По стенке он бегает просто. Ну как он залез? Не знаю. Но мы видели в эфире, если стрим я сейчас перемотаем, мы там прям увидим, я показывал ребятам. Вон он побежал ее. Хорош. Я не найду его. Хрен знает. Блядь, где он есть? Это на 30 секунд не успел. Вот он там где-то внизу. Вот ты как раз здесь бежишь. Он где-то вот здесь вот перелез, мне кажется, туда. Потому что я до конца не успел. Отвлекли меня. О. Убежал. И он где-то там бродит. О. Блин, не знаю, где он, блядь. Он мог вполне уже выйти. То забежал в уголок и вышел. Здесь он. Его нашел. За воротами стоит. Где? Здесь за воротами. Где здесь за воротами? Центральный. В верхнем городе, хочешь сказать? Центральными воротами, блядь. Ну, Внизу. внизу нижний город, выход на улицу, да? Кож за центральные ворота, за деревянные и налево.
разъем, короче, на 49. Он съебывается. Вверх, короче, по взрез дорога идет. Ты его догнал? Нет, догоняю. Все. Вот весь опыт, Перед ним который у меня был потерялся. прокачан, я его потерял при смерти. Прячется. Бак спрятался. Он на лошадь. На лошадь, да. Парень. А каким раком, блядь, лошадь? Раз. Даже в судный день, точнее, Разница. суд тоже, да, Ряд, берется? так, лошадь и сел. Он мне вообще урона не нанес. Мне нанес на 10 урона где-то. На 42 с одного удара. Скакал, тварь. Ты побежал наверх. Да, верхуя. Пошли посмотрим, где он. Он сюда вот к нам побежал. К нам куда? Туда, куда ты Наверх, значит Правильно. наверх. Вниз, значит вниз. Ну, поточнее говори, информат. Вот сюда, вот куда я бегу, вот сюда поскакал. Туда, в обрыв. Ну, все, он там уже убежал. Давно. Он не придет. Он понял, что, блядь, ни хрена не может. Вообще без брони. Ноль. Брони никакой нет. Он опытный немножко. То есть видел, как выдыхался, подбежал ко мне и бил. Урон там вообще там никчемный. Как он зашел к нам? Он на меня побежал от плотников, короче. Ну, вот сейчас и смотрите все углы. Он в замок блядь, забрался. Это в замок, у тебя ворота открыты. Ворот какие? Деревянные. Ну, не А рядом у тебя... центральные. Ну, Центральные. ты не путай. Замок, верхний город, нижний город. Он вообще без брони бегает, только Какая разница с броней, он без... Ну, он убежал. Все. он ускакал. Да не убежал. Он бы от меня не убежал. В лесу спрятался, потом выбежал через бок и не увидел. Там пусто. Он от плотников ко мне пришел, то есть на меня напал. Я его увидел, А кто-то вот теперь бежит. посмотрите заднюю стенку за верхним городом, где у нас этот стоит. Как его, блядь, Чистаков, чистый Чистаков. Куда это же он? Кто сказал, за 5 минут он его угрохнуть можно Чистаков? Судно сейчас закончился, парень. Ха-ха. Он там мог поставить лестницу осаду, перелезть. И все. Он там в судный час зашел. Вот сейчас он не сможет ничего поставить. Он, возможно, поставил какую-то балку и перелез. В судный час можно на территории нашей ставить любую предмет. И через его перепрыгнуть. Самос, оббегает Самос замок, не знаю, посмотрит, что посмотрит, лучше. что-то. Фиг Он, его. скорее всего, уже напиздил что-то такого. Ну, в стиле, да, мог. Но он не тяжелый был. Что-то он мог свистнуть. Тварь.
Ну, жратвы мог свистнуть, и нахер, правда, не нужна особо. А что еще в телегах? А у нас нет тут ничего особо ничего в телегах. Ну, в телегах есть, в охотниках есть лен. Ну, проверяй. Много льна есть, кстати. Вот, а нахуя в телегах его хранить? Ну, не успели переработать, там швер еще сложно. Он стоял, короче, за деревянными воротами на выходе. Буквально. Ну, там они обходятся, эти деревянные ворота, как делать нечего. Ты дольше перебрался, надо найти брешь. Потому что я переходил деревянные ворота, прям по кромке, спокойно обходит. Это все дело обходится. Я ждал, пока кто-то выйдет. Я вышел, лужа стоит, он сразу меня увидел. Выхватил меч, шлепнул меня. Ну вот если я загрузился побыстрее бы, блядь. А не это обновление, блядь, 20 мегабайтное. Ну, теперь ждем, так сказать. Еще раз Не придет уже. Что ты взял? Знаю, потому что мы наготове. Сегодня он не придет. Судный час пришел. Он перелез, где-то что-то тварь поставил. Надо пробегаю, смотрю, что. Как он просто не мог перелезть. Ух, полено какое-то, бочку перепрыгнул. Всё. Не надо заборы ставить в упор к стенкам. Это всё. Это еще одна ступенька. Опыт ну, точно. То есть не нулевой. Что с брони? Он то так подбежит, ударит, текать. Так боялся. Так, что-то здесь я вижу. Так, недостроенный забор. Пустил медика, ушел в лесу. Жалко. Я вон в дубах потерялся, в березняке гнался, он потом в дубы забежал, побежал. Блин, тут и лаза нету. Слушай, здесь все чисто. Абсолютно. Значит, кто-то забыл закрыть дверь. Я за собой точно закрыл. Банально не закрыли дверь, блядь, или провафлили, так сказать, когда дверь открывали, и он просто это, под общую якобы посчитали, что свой, и он пробежал. Нету здесь, все поставлено, грубо Кто говоря. это тут копает? Да уже на участке нельзя копать чужие. Профессор Пузан. Голый. Так.
Ну, я бы даже по внутренней пробежал, так сказать, бегаю сейчас. А знаешь, что там Внутренний, чисто там. коля дырка есть? Я не вижу, да. Вот он. Сейчас пробегу. Я, блядь, до конца уже пробежал, нет. А, да, сюда нереально выйти. Куда же ж он прошел? Вот Я это говорю, точно что всего либо с помощью бага, который тебя выкидывает наверх, поднимает, ну, когда тебя щемит где-нибудь. Может быть еще вот этим, стаком можно лететь? Не-не-не, вряд ли. А я догадался, как он прошел, скорее всего. Он за воротами стоял, ждал, пока кто-то вышел, а этот дед Саша заходил недавно. Ну, понятно. Когда зашел, через 5 минут стал кричать, что Какой недавно заходил? Я зашел здесь и, короче, уже ворот. Он бежал от стороны плотников на меня. По видео видно, если перемотать стрим, все видно. Он уже здесь был внутри. тогда он зашел когда-то давно. Возможно, днем. Ну, в общем, каким-то чудом он случайно проник. По сути, надо бы ставить вот эти маленькие каменные ворота. А можно в упорах ставить? Морда к морде. Каменный ворот? Не, фух, Лен тут на месте. Региональный тоже. 1, 2, 3, 4. Ничего он тут не взял. Этих. Посмотрите, олени, все на месте. Мне кажется, он их все перебил. Смотрим. Вчера мы, не знаю, оленей, по-моему, не оставляли. Лучше Ну перебил. да, телеги все пустые были. Смотрел. Вообще телеги. Если только сегодня кто-то что-нибудь поставил, да, Нет, оставил. не телеги были. Мог пошмонать, но он бы не поднял привес. Хотя... Там, по сути, кроме железа, камня, гранита, всякого такого, и дерева-то и особо ничего и не было. Мог в этот залезть. В шкаф заказов. О, кого-то убил. Чего? Роберт Коган, нам двоих шиб. Он ни одного Саню убил. Вот на плотниках был Робертом. Нашего. Ну и где он, Роберт? Он молчит, что не Он зашел. стоит в небо смотрит. А Молодец. труп его рядом. Ну, молодец, слушай, ну надо заходить хотя бы в Дискорд. Он же заходил в свое время. Ну, скорее всего, реально он зашел и не в этот час, так сказать, вот этот судный час, а в другой. Потому что, ну, реально дырок нету. Перепрыгнуть. Ну, лестница остается после. А, подожди, вот он дыра, блядь. А, нет, это к этому. К рабам. Нет, я посмотрел. Он забежал каким-то чудом с кем-то. То есть кто-то чуть отвлекся, он пробежал. Вот надгробие какой-то. Роберт Тор Коган. А тебе про это и говорили. Про него. Ну да, вот это он есть. Так, захожу. Вот по сути, к рабам надо было ворота ставить из замка, чтобы заезжать. Только. Я хотел, думал, от тех ворот до этих ворот добегу, закрою сразу вот эту штучку и его прищемлю. О, нифига не получилось. Вот, я не успел добежать, видишь, чуть-чуть. Мне не хватило, он меня убил. Я не знаю, как он тебя убил.
когда бежит, и его падает с оружием станина. Ты мог его просто замотать. Он мне первый удар нанес 35-50 урон, потом второй нанес 41, 94, третий 58-80, вот. Ты не боец, видишь, опыта у тебя нет вообще. Тебя шлёп быстро. Потом режущий мне какой-то 37 нанес, вот. А, не, 56 какой-то, типа урона режущий, вот. А, знаешь, что мог быть? Что он мог своровать? Он на кузнице мог что-то своровать. Нихуя. А ты загляни в этот полоску торговца возле офицерского склада. Там региональный металл был, он вряд ли его возьмет, он без перегруза бегал. Вообще без перегруза. Там только металл региональный. Да? Если не смотрел, там ничего ценного нет. Ну, металл он нафиг. Он вот, по видео прям видно, то, что он вот меня убил, и он вот туда побежал, в сторону, через забор перелез. Откуда он бежал, а не куда он побежал? А откуда он на меня бежал, прям по видео видно. Он вот от плотников прям побежал. Правильно, Роберта Когана убил, потом тебя принял. Там каким-то От чудом. плотников вот он оттуда и бежал на меня. Он меня увидел, я думал, это свой. Иду еще, смотрю, потом бьет. Красный, блин. Думаю, блин, куда ж бежать? Вперед или взад? Взад разворачиваться долго. Думаю, вперед успеем, можешь закрыть дверь. Но если шел в дом, сбегаешь и закрываешь дверь. Или наоборот. В дом, а потом из дома резко дверь закрываешь. Да, да. Он хрен, его там можно было грохнуть. Хотя нет, парень. В доме лут в карту в сундуках. Если ты успеваешь забежать, то... Не, я вот здесь хотел пробежать, вот эти ворота замковые закрыть. Ты его оставишь в доме, он смыться не сможет. А он в любой момент выйдет и потом зайдет когда-нибудь. А, ты имеешь в виду? Ну, в принципе, тоже. Но будет запертый в доме или постоянно. Будет, да. Будет, да. Но он лут весь пошмонает. Придется тогда весь ценный лут забирать. Каждого. Какое-то То есть ОВ и 5 букв 6 ААА. Ну, короче, на стриме меня можно посмотреть, вот, и там видно, как бьют. Перемотать тут буквально там 5 минут. Я ударил раза 4, попал. И он не сдох, Он меня ударил. он тебя. А ты его не дал. Влад, кстати, стрим смотрит, он видел. Я его ударил один раз, он подошел, ударил на 44, и он сразу убежал от меня. И не подходил к нему. А он меня ударил на 10 единиц здоровья. Он по щитам вот по этим залез, осадным. По каким счетам? Пойдем покажу. Сейчас я еду за. Где? Где? Покажи ему, Димон. Вот здесь стояли щиты. Вот. Он вот здесь вот один поставил, вон там вон второй. Не знаю, где эти щиты.
Вот видишь, один щит стоит. Вот такие же там 4 щита стояло. И они есть тогда, я не видел их. В принципе, мешочком сбросить. Но... Да, в судный час он сможет взять на нашу территорию что-то. Ну, тут возле лавки. Он в лавку залазил. Ну, Скай, что там взять? Ничего. Там бревна заложено. А, в судный час он сможет взять. Но там ничего. У меня деньги на месте. Он не может залезть ко мне. Вы не понимаете. Только может лутать сундуки и тележки и все. Вот чего эти щиты. Я теперь знаю. Вот спросил, говорю, что это за щиты какие-то наставили? Блин, никто ничего не знает. Но теперь я знаю, что это. Ага, если щиты стоят, значит кто-то на стенку полез. Вот вам и, пожалуйста, разузнать. Вон на олене кто-то едет. Да я еду. Пошли, покажи детище. Где лавка? Что ты мне покажешь? Мы видели все на стриме. Я не видел ничего. Внутри. С левой стороны, за дверью. Ближе к углу. Ну, один щит. Получается, он сюда тоже падал. А вот как запрыгнуть на него? Ну, вообще... Вот здесь вот вы, смотри, зайдите на мой стрим, перемотайте стрим, и вы увидите все своими глазами, что и как у меня было. То есть вот эти щиты, мне надо было не идти туда. Я увидел эти щиты, значит там враг. Вот. Мне надо было идти назад, вот здесь вот сидеть, вот, и звать на помощь, вот, но я этого не знал. Теперь я знаю, если я вижу, что щиты, вот, это сразу видно, то, что там кто-то залез, там кто-то есть, вот, то есть по щитам можно теперь выяснять это все. Я сейчас уже понял это. Если вы хотите пересмотреть, как это все было, перемотайте мой стрим минут на 20. Где-то так. Вот прошло времени, ну, минут 20, наверное, может быть, побольше. Вот. Ты там прям по стриму все увидишь. Опять с другой стороны, пролезть сторону похеру. То он стоял за теми воротами. Прямо с левой стороны. Я ворота открыл деревянные, он стоял за воротами на углу. И сразу же он напал. Ну, во-первых, нужно тогда переделывать эти ёбаные... Вон я вам кинул ссылку на стрим, да? Можете перемотать, там 4 часа, то есть перематывать можно назад. Но не надо назад 4 часа, где-то перемотайте, ну, минут 20, 25, ну не больше, вот. И посмотрите внимательно, как это все было. И как это все было, то есть вы увидите, то есть он легко так залез, он, наверное, на один щит, а потом с другого на другой щит, вот, и на стенку попал. И также он с этой стенки спустился на один щит, видимо, а потом на другой щит, и вот так вот. Или он прыгал оттуда, таскал сюда, продавал, может быть, через лавку. И такое может быть. У него правильно здесь щит стоит, там он туды и суды, то есть
Он, наверное, прыгал, наоборот, туда и продавал, что-то таскал. Вот. Можете еду посмотрите, много еды там? Вигналка на месте. Чего там? Ну да, ему смысл здесь ставить это щит какой-то. Здесь у нас лестница стоит, пожалуйста. Вот он и правильно. Он там залез, здесь по лестнице быстро спустился. Вот, и все, тут ему, пожалуйста. И сюда прошел, и все. Или вон по той лестнице прошел, видит, торговая это стоит. Раз в нее. Опа-на. Вон мешок наверху болтается, выброшенный. Вон на кольях. Вон мешок валяется. Будет, кстати говоря. Вон выброшенный мешок на чистоколе, прям на углах. Вон он. Вот он там и лазил как-то. Я достать не могу, надо телегу подгонять, и тогда можно достать, посмотреть, что в этом мешочке. Эх, травницу. Ой, качал. Все потерял. $290 опыта, это много, очень много. Посмотри, сколько навыков спало. Две единицы или сколько? Ну, навыков там по 1 с чем-то, минус там 1,14. Вот. Какой-то прашник 5,72 минус. На стриме видно вообще-то красный. Через броню вообще не прошибал, через мою. Видно режущим ударом. Да, это у меня защита хорошая атакующая. Он раза 4 ударил, где-то 10 единиц здоровья отнял. Всего лишь. У меня там 166, 170 почти. Там его вообще так нулевой практически. Я его разъебнул, короче, сразу, наверное, треть без здоровья. Ну правильно, он только может женщин обижать. Ну что сделаешь? Мужчину он видит и бежит. О. Мне самому не хватило, буквально 30 секунд. Навик, больше заходить не буду. Народу нету. Все, хана. Не захожу. Особенно, когда судный час. Судный час я больше не в игре. Я просто поймал, понимаешь? Поймал бы другого опытного, и не смог бы ровнуть меня, например.
Я бы убежал, он бы сгонялся в зону, хрен что делал. Понимаешь, когда он оружие достает, Он и только в вдруг судный час может меня ударить на моей территории, да? А если не судный час, он меня не может ударить, да? может. Может? Конечно, он же бандит. Карма уже всё. А, у нее карма уже за убийство, да? Да. Значит, пока что нету бойцов охраны, я не захожу. Все, нафиг. А я кто тебе надо? Ты шахтер. Был шахтером, стал бойцом. Что дальше? Просто 2 минуты надо чтобы перезайти и зайти. Всё. Не, надо все-таки заходить 3-4 человека, ну 5, ё-моё, и чтобы уже все Куда ты заходить? на Ты связи. бегаешь по своей территории. Ну, чё вы боитесь? Ну, ёлки-палы, это мелочи. Это вы неопытные. Я говорю, Фига за себе что? мелочи. 300 тысяч потерял опыта, мелочи. Ну, это не опыт. Дядь Саш, я когда только зашел в игру, Опыт. сижу на этом новом острове, ну, смотрю, как что работает, смотрю вроде, как это такое название интересное, суицидный, как потом оказывается. Я говорю, как это, за 2 секунды все горло перерезаю и подыхаю. Читаю суицид, думаю, ёбаный в рот. Замечательно, 500 с лишним опыта у меня улетел. Причем 500 тысяч. Мне волнует, что Юрчик заходит, мне надо веревки. Я сейчас телеги пробую делать. А меня вот больше волнует, почему на наши главы где-то. Нет, был Влад сегодня, заходил. И Ну, сказал, что... Влад будет сидит у меня на стриме, все видел. Он же пишет, вы читайте чат. Он сказал, я заходить буду, когда ну, там, забить что-то, подписать. Он сегодня заходил 2 часа по времени. В обед. ну, и вопрос такой. Но он сказал, я не буду постоянно пока. Типа, буду периодически только заходить. Ну, буду. Ну, понятно, в общем. В общем, не первый раз я уже так сталкиваюсь с такой ситуацией. Он сказал, 4 месяца поиграл, надо немножко передохнуть. Вот, пускай бы тогда достроил бы всё. И не ломал бы стену тогда. Не, ну он не отказывается, сказал, я строить буду. Типа, постоянно в игре не буду. Как вы. Мне надо веревки. Веревки, если найду, сделаю тебе 2. По-русски, думаю, найду от веревки. Пойду веревки искать. Вон Юрич зашел. О, Юрич, хорошо. Это очень хорошо. Мне нужен. Сейчас Юрич зайдет и офигеет. Куча мечей, короче. Слушай, Виталик, а ты та войнушка, которую вчера от волков на сообщение получил? Ну, это другой. Нет, другой. А то Нет, был- она еще длится, эта вся войнушка. Конечно, никто не отменял. Там гильда 17 человек. Судный час у них 1 час. Я сегодня с пацанами общался. Всего лишь. Вот. Рубать он как тоже. Бать, у нас В кошка. общем, понятно. Это, короче, народ твинами выселяет просто нас и волков из этого региона. Вот и все. Кто ничего не усиляет? Нахуя воевать, если нету людей в игре?
Объясню. Какой фан? Бегают 2, а силы 3 человека. Какой фан в игре? От игры. Пока ждем перемен. Ты как Цойка, ждем перемен. Нет, просто реально это делается для того, чтобы напрячь нас. Ну и вообще, чтобы ничего не делали. Это, как сказать, Нормально. для того, чтобы нас выселить. Конечно. Никто не выселит, пупух развяжется. Да ладно. Прибежал один, и вы уже, блин, обкакались. и шо? Это один, это я тебе говорю про войнушку, а не про один. Не, ну, война, да, если война будет. Тебе войну просто так зачем объявлять? Прибеги, да вот рушь. Тебя не будут нападать, ну, серьезно, там человек по 10, по 2-3, по 10, 15. Это серьезно уже будет. А если 2-3 человека фигня. Добьемся. Так, Юрич, ё. Юрич молчит. Юрич, надо веревки. Ты ребенок у нее, небось, спит. Да я понимаю. Он отвечает. Он слышит, он тебя слышит внимательно, потому что ребенок у нее спит, если он не будет отвечать, там шуметь нельзя. А, он тихо-то говорит. Да, слышу. Надо веревки ляные на телеге говнокачества, самое говимое. Лен есть в телеге в охотников, либо веревки в мастерской. Сколько? Я сейчас скажу. Так, раз, два. Короче, 20 веревок надо. Лучше 30. Если, ну, короче, минимум 20 веревок длинных. Если это 30 сделаешь. Либо 27. На 3 есть. Короче, 20 либо 27. Всё. Веревок либо 20, либо 27. Длинных. Лёд ты знаешь, где взять. На складе травника там готовые мотки есть. Со дна. Веревки не делаются из мотков. А с чего? С паком? С волокна. Волокно в телеге. У охотника, говорит. Сейчас. Только там Сейчас. региональная. Хорошо, понял. Может, не порядок. Я сказал, просто сделаешь, потом скинешь. Белый. Это вот белый. Смотри. Туда тут забиваю телегу. Буду кидать. Тут профессор копает. У нас тут атака недавно была. Двоих порезали. Прямо в замок. Убили дядю Сашу, убили. И Когана. Прямо здесь. Вот. Вышел, короче, я дошел боевого. Вышел, искал. По стенам побегал, вышел за ворота деревянные. Он стоит за воротами, выхватил топор, давай мне.
Кстати говоря, богатый чувак. Ветры. А чувак, походу, богаюзер. Ты знаешь, что такое бага-юзер? Просто очень хорошо стоят вот эти вот щиты. Они стоят аркой, но обратной, вниз смотрят. И каждый Аркой обратно еще. Откуда же он мог столько щитов перетащить туда? это сам сделал. Так как он? У тебя дерево рядом. Ага, так да, он мог с полена напилить, которая закрыта лавка. Там же Вот дерево. и А чтоб по весу сделать надо не только дерево. Дорогой ты мой. всё, а что еще надо? Сейчас скажу. Ну, самое главное, видели все свои, как бы, недостатки, как вам люди могут в легкую судный час залезть. 80 гвоздей, металлический лист и 3 дерева, доски с янтарного дерева. До хрена слишком. Очень до хрена. Легкие. Ну, откуда он по весу только взял? Причем их 5 штук взял. Купил, мама, кстати, купить. Он купил, сделал. Совершенно верно. Вот вам этот. Он купил по весу, перелез через стену. А как он мог перелезть через туда к нам? Тут перелез. Как я вам сказал, посмотрите стрим. Вот. Смотрим стрим. Ну, Дальше что? Видишь, щиты посередине стоят, 4 щита. Он должен был их с собой принести. да. А как он перенесет? Они тяжелые. Мгм. Он единственное, что Ветры мог раскачать, так сказать, рюкзак. Но вы говорите, он на лошади был. Вот. Лошадь весит 100 где-то. Да. Он мог спокойно сесть на лошадь, приехать на лошади, щиты выставить, лошадь убрать. А мог ее, кстати, лошадь бросить и в том же лесу. Блядь. Я думаю, че он туда забежал? Точно, блядь. Он лошадь в лесу, в дубах, короче. Там березняк, и краешек. Да я видел, я ж видел. Забежал, Я его... и побежал потом туда, я не видел, он там густой. Вижу жену лошади, короче, скачет. А как он туда залез, вот я не пойму. Даже ладно. Залез. Он мог поставить, допустим, палету, потом с лошади-то можно перепрыгивать? На лошадь на саму можно же запрыгнуть? Нет. Сейчас уже нет? Кто-то это делал, блядь, броню Т2. Броню одел Т2. Он бьет только женщин, он не бьет мужчин. Вот я мужиком ходил, он не подходил, наверное, ко мне. Как я зашел на бабу, ну захотел он женщин побить. Хорошо, я присадки все продал, нафту продал. Там один яд остался и травки разные. Вот.
Да ему нафиг до войны, ему пофанится что-то хорошее сосуть. И это ты считаешь фан, который от него человек бежит, и он его добивает? Это фан? Да, это фан. Это и есть фан. Конечно. Он же двоих убил. Что тебе еще надо? Дядя Саш, когда я вот в Евку играл и в онлайн, там в порядке вещей было хвалиться, так сказать, убийством, если ты напал 20 человек на одного и его завалил. Это в порядке вещей. А когда ты нападал 60 на одного, это тоже считалось нормально. Конечно. А мешочек достали? Что там в этом мешочке-то? Там жратва наверху. Единственное погано, что объект уже не вернулся. Почему? Они обосрали его. Полностью. Там есть... там, понимаешь, получается как? Есть определенные сектора, да? Есть сектора high level, low level, там, ну, грубо говоря, там, где убийство наказывается, где убийство не наказывается, и где полная, так сказать, анархия, да, идет. Нули, так сказать. Где ты можешь даже своего корпуса спокойно убить, если разрешает корпорация. Ну, это уже так, это специально поставлено, чтобы, если что, этих шпионов вырезать. Ну и, короче говоря, там есть специальный чат, локал так называемый, в котором прописывается все, кто находится в звездной системе. Вот именно вот в той системе, в которой ты находишься. Их может быть 5 человек, их может быть 150 человек, может быть 2000 человек, но они все списочком в чате прописываются. И сейчас говорят, что этот локал, так сказать, да, этот список полностью убирается, и ты не видишь, кто находится в системе. Такая функция, такое отсутствие локала было в определенной там зоне. Туда проникнуть тяжело, вылезти оттуда тяжело, поэтому там вроде как и сделали такой скрытый локал, так сказать. А здесь, получается, ты летаешь на больших дорогих кораблях, и ты не видишь вообще локала. Прилетает к тебе кораблик буквально, ну, у тебя, допустим, цена 3,5 миллиарда, да? Он прилетает за 20 миллионов корабликов, тебя хватает, ну, так сказать, обездвиживает по-другому. Ты улететь не можешь. А потом через пару минут прилетают кораблики другие, тебя разъебывают. А ты его не видел, потому что не видно, что в локале. И еще там есть кораблик, который даже на скане не видно. Ты сканируешь область на определенное расстояние, их тоже на этом не видно. В результате польная жопа, блядь. Ну это так я вкратце объясню. Доступненько слова. Ну, это... Стартиты зены тоже есть. Корабли, которые радаром не добивают. Вот, ну и спрашивается, нахуя? Ребят, извините, конечно. Это не за 2 секунды, это не аркада. Чтобы, допустим, ебаться там месяц, Сейчас а все потом выключаю. продуть это все за 5 минут. Да. Не, ну там, понимаешь, ну, люди уже до ужаса жадные стали. Сколько там каждый месяц платить надо, чтобы играть? Сейчас не надо. Нет, сейчас, в принципе, надо, там идет 600 рублей где-то в месяц. Ну, если подольно, ну, на более длительный срок, то получается можно за 460, ну там, в зависимости от 6, там, на более месяц.
Так, ну что, надо тогда что делать? Тогда надо Телегу как-то- делаю. Да я не про это. Я про эти ебаные ворота. И стены, которые просто перепрыгивали с каким-то ракурсом. Вот куда делись поветы эти, я так и не понял. Если никто их не снимал. Да как ему не надо, кроме нас никого не будет. Хочешь сказать, себе забрал. Ну а как по-другому? Но они весят по 15 каждый. Ну что, 15 килограмм. А они полностью снимают? А если рюкзак, блядь, на 500? Да мне так кажется, он есть на 500 рублей. Ну да, ты посчитай. Он без перегруза 300 с чем-то может взять. 300. Слушай, а ну, сколько смотрим? Поветы 5 весит. 5 всего лишь. О, это не понял еще. Установленная повета. А что, почему я не могу? А, вот и что-то. Слушай, она только на горбушке переносится. Внутрь нельзя положить? Не дает. А куда-то да, остальные повезы исчезли. Одна осталась. Ну, я тебе могу сказать то, что дядя Саша что-то там снимал. Передвигал, ладно. Это получается как строение. Ну как он запрыгнул на него? Ну, запрыгнул, он перепрыгнул. Что-то по весу. Ну как вверх подпрыгнуть, если я не могу допрыгнуть? Получается. Там много повес стояли. Там же стояла не одна Нет, повес. я повес один стоял возле лавки. Дядя Саша сказал, что там было много повес. Ну понятно. От Ну, ниже да. чуть выше. Да. А, Да. Он как по ступеням забрался и перепрыгнул через верх. Вон Юрич вам скрин скинул. Вон как было. Вон, видите? Вон Юрич скинул Где вам конкретно скрин? Болталка. это мы болталки. уже видели. Только вопрос в другом, ты не перепрыгнешь так. Ты слишком далеко и высоко для прыжка. Видите, у него мешочек внизу валяется. Но я его вроде не смотрел. Видите, мешочек лишний, он еще там скидывал что-то. У него, может быть, там конь лежал. А что, так реально перепрыгнуть? Ну Парень? я не знаю. У меня не получается прыгнуть на поверхность с обычного, так сказать, пола. А он очень легкий был. 4. Мы когда вдвоем доиграли, у нас, короче, хуйня была. Я не знаю, как она толком работала, там, ну, типа, устная была. Она, короче, тебя как пинает что-то там. И мы это, короче, залазили тоже там на скалы постоянно. Вот. Но вот надо вот теперь брать кусок стрима и выкладывать, да? Вот эта вот фигня, вот эта полуарка, и вытягнул этот, он прыгает по ним, получается. Вот какая фигня. А я удивлялся, думаю, кто ж щиты-то расставил, ём, посередине дороги, защита. Ты еще такой говоришь, защита. Мне наоборот надо было щиты эти убирать отсюда, ёпта. Туда затаскивать. Перепрыгнул. Внутри был. Он уже перепрыгнул. Ну и что? А я бы тогда, я бы отвлекся на это, уже судный час бы кончился, вот. И он бы навряд ли что мне там сделал. Убил бы он тебя все равно. Ну, потому что он бандит. Вот теперь надо, так сказать, что-то делать. Ну, не знаю, что
что делать. Делать, а переделывать теперь Ну, нужно заново. одно я научился. То есть Наоборот, переделывать. я теперь знаю, что если вот эти щиты стоят, значит у нас вор. Это да. Ты правильно сказал, Саша. Да. Я сам такой не знал, парни, вообще нереально. Не подумал, что так можно перепрыгнуть. А может. И у него, наверное, это не первый персонаж, потому что у него, видимо, начальные 4 буквы, это начальный у него персонаж. Вот. А это уже те персонажи, видимо, забанили. Это еще он персонажи как-то сделал, походу. Вот. То есть, короче, это не первый персонаж, я думаю. Навряд ли. Сделали игру бесплатной, тем самым похоронив ее, по сути. Она и так уже поменялась. А, помирала, да. Сюда никто не шел. Они, понимаешь, у них настолько мозгов хватило, чтобы сделать штраф при смерти. Всех пугает, что потеря чего-то. Ну ладно, шмотки я еще согласен, там можно потерять, да? А опыт нахуя было тебе сделать так, чтобы потерялся опыт? Для чего? Вот здесь что, он там прям сыпется и это из воздуха берется, нет? А зачем людям такой геморрой? Да ладно, да, шмотки потерял, побегал, сделал шмотки, с худшими шмотками там бегаешь. Так-то, по сути, игра нормальная. Так, травники есть. Придите, где травник собирает травку, я куда-нибудь вам накидаю, и вы заберете. Сейчас придет к тебе. Ахнет. Надо травы, нет? Выкину Надо. нафиг. Выкину нафиг ее. На землю положи, там, в центре. Телец мало. Но в центре, там на поле, брось в центре. Тоже заберу. Стакай их в кучу и брось. Там однотип. Просто она у меня уже полная карман, она еле-еле бегает, мне невыгодно собирать эту траву. Ну, стакать тут 159 веса. Придешь, заберешь потом. Да, Тут постакай, брось. ее тут много, разные. Я вообще хочу это все выкинуть, по идее. Вот. Зачем? Чего? Вот. Надо было. Если заберете. Нет, я прям на поле сбрасываю. Вот. Там в одном мешочке будет яды какие-то. Вот. Там что, если нужно, бери. Вот. А в другом мешочке на поле будут валяться вот эти все травы. Вот. Если надо, забирайте. Вот. Я его выкидываю, короче. Походу, Все эти, ничего не взял. Что тут узнать? все эти травы. Просто карман Я освободить. думаю, что он успел только залезть, потому что побегать-то толком не успел. Ну,
да, дед Саша он убил. Вот. Хрена знаю, может что-то и взял такое. Но щитов-то не было потом. Куда он их дел-то? С собой забрал. Как? А их можно в карман? Это строение. Он спрыгнул. Спрыгнул, забрал порезы все, снял. Как? Я не могу снять и положить ее в сундук. Это предмет большой, это как мебель, которую ты можешь только построить на месте. Не представляю, честно сказать. Я вот сейчас попытался ее положить. Она лежит, она, смотри, она стоит. Потом через какой-то промежуток, может быть, просто кто-то сейчас уже скинул. И когда ее скидываешь, она попадает в мешочек, да, из мешочка только на гору можно засунуть. Все. А может на коне как-нибудь? Может конь стоял? Конь ее был спрятан в деревьях. А может реально нет. А может и спрятан в деревьях. Брошен, он подбежал, там точка такая, она как бы легко находимая. Я думаю, что он туда пошел? А он легче за меня разобрал быстрее, знаешь. По зубам мне дать не может, потому что селенок маловато. Но я его догнать не могу. А у тебя какой перста? Что умеет? Он все умеет и лечить, и бить. Не-не-не. Какой класс? Мечник. Это второй, да? С лучником, нет? Не, Просто- я его без лучника, со щитом мечник топовый. Это хулквара или мечник именно? Это мечник, который со щитом и с А мечом. вот еще остались скиллы? Скиллпоинты? Скиллпоинты, да, еще есть. Так, смотри, какие слоты у тебя оружия? И какое оружие? Ну, у меня этот гроссмейстер. Я название двуручник, одноручник, вот Одноручник. верхний. Мечники носят только одноручники и все. И Лучники да, носят... смотри. Да, совершенно верно. Оружие носится в нижних слотах. Может еще арбалет носить. Не арбалет, а лук. Композит. Да я его, блядь, и так убил. Он ко мне не мог подходить. Так вот, а так бы он побежал бы, ты лук перехватил бы и в спину ему зарядил бы. Ну, он в деревьях был там, блядь, нереально. Думаешь, так легко попасть? Я пробовал. Он же двигается, ты что? Он голый был, он двигается быстро очень. А Я еще я просто к чему говорю. зарубал. Эти метательные топоры. Какой? Внешний слот или верхний слот? Метательные, не знаю. Наверное, вверх. Они вроде одноручные. Надо посмотреть, метательный топор можешь ты брать в верхний слот? Если можешь, вот тебе 2 комплекта метательных топоров, 6 штук. Перехватил, а топор летит лучше лук. Намного лучше. И он в спину фигать. Да, не надо. Я уже это все прошел. Ну Это как так. прошел? Ну, Ветер, ну согласись, ты не догнал из-за того, что не было дальнего оружия. Все. Но он бы мне не дал бы убить себя. Потому Ты что... что, когда он спиной бегает, то что видит жопой, что у тебя